который не смог получить записи Акаши, сокровища, исполняющие желания, потому что не смог победить легендарного монстра Кайзера Альсапата. Искатель приключений мечтал, что когда-нибудь дети, которые мечтают стать искателями приключений, победят дракона и исполнят свои желания. Он сказал своему отцу, что хочет стать таким же, как Ямато, когда вырастет, но его мама беспокоилась, потому что приключения опасны. Она боялась, что Рик только пострадает, и посоветовала ему выбрать другую профессию. Его отец поддержал ее и сказал Рику, чтобы тот перестал верить в сказки. Однажды Рика осмотрели и сказали, что у него врожденный талант, хотя они еще не знали, какой именно. Рик был в восторге, потому что у него был врожденный талант, как у Ямато, и это укрепило его решимость стать сильнее. Оценщик посоветовал ему подождать, пока талант проявится естественным образом, потому что его нельзя вызвать тренировками. Рик взбежал на холм, возвышающийся над его деревней, и широко улыбнулся. Он был уверен, что родители поддержат его, когда у него проявится врожденный талант, и был рад, что станет искателем приключений. Он ударил кулаком по воздуху, торжественно пообещав, что станет искателем приключений. Рик рассказал своим друзьям о своем врожденном таланте, и каждый день, когда они встречались в школе, они спрашивали его, проявился ли он уже. Рик просил их потерпеть, но они начали сомневаться в нем, потому что его талант не проявлялся уже год. Рик понял, что его врожденные способности не проявятся в детстве, но он все равно пытался их развить, но безуспешно. Когда Рик стал подростком, друзья его утешали, потому что, несмотря на маркер, его способности не проявлялись. Они пытались убедить его стать искателем приключений, ведь были и другие богатые люди, которые ничего не умели. Но Рику это было неинтересно, потому что он не хотел становиться богатым искателем приключений. Через некоторое время Рик устроился на работу в местную гильдию секретарем. Он рассказал родителям о своей новой работе, и они были рады, что он нашел безопасную и стабильную работу. Рик устроился секретарем, но ему не нравилось сидеть за столом. Он всегда завидовал искателям приключений, которые приходили каждый день, чтобы выполнить задания. Рик продолжал тренироваться, чтобы развить свои способности, но у него ничего не получалось, только пот стекал по лбу. Рик был недоволен своей жизнью, но все равно вставал по утрам. Через несколько лет Луну взяли на работу в гильдию, а один из его друзей женился, и у него родился сын. Родители Рика постарели, у них появились седые волосы, но Рик был рад, что они рядом. Рик втайне продолжал читать о приключениях Ямато и мечтал стать искателем приключений, как он. Однажды в гильдии у Алаки возникли проблемы с заданием искателя приключений, и Рик решил помочь. Искатель приключений уважительно поблагодарил его как старика, что удивило Рика, ведь ему было всего 30 лет. Алака извинилась, что была ему в тягость, но он посоветовал ей не торопиться и освоиться на работе. Рик рассказал ей о новом задании, потому что в деревне участились нападения монстров, которых нужно было выгнать из логова. Он сказал ей, что задание, скорее всего, будет низкого ранга, потому что монстры, которых видели, были низкого уровня. Алика решила подготовиться к заданию, но тут в гильдию неожиданно зашел искатель приключений по имени Зейд. Он подошел к Рику и показал ему свою медаль, и Рик был удивлен, что Зейд уже получил повышение. Зейд был рад, что теперь может зарабатывать на жизнь только приключениями. Рик нерешительно поздравил его. После закрытия гильдии Рик уже навеселе шел домой по улице. Он был разочарован в себе, потому что, в отличие от него, который сидел на одном месте и ничего не делал последние 14 лет, его друзья работали и продвигались по жизни. Хотя Рик не жаловался на свою стабильную повседневную жизнь, он знал, что был бы искателем высокого ранга, если бы послушал совета друга много лет назад. Он перестал думать об этом, потому что это было бессмысленно, когда вдруг услышал крики людей, потому что на город напали монстры. Рик бросился туда, вспомнив, что количество монстров значительно увеличилось. Из-за угла показался гигантский тролль, удивив Рика, который не ожидал увидеть монстра среднего уровня, потому что были только сообщения о монстрах низкого уровня. Рианнет пересекла дорогу с покупками, чем привлекла внимание монстра, и орк направился к ней. Рик бросился на нее, чтобы защитить, но она сказала ему отойти. Она убила орка одним ударом. Раннет проводила Рика до дома, и он поблагодарил ее за спасение. Они представились друг другу, и Рик спросил ее о ранге, думая, что она искательница ранга B или A. Райнет сказала ему, что она герой S-ранга, и это так его удивило, что у него чуть глаза на лоб не вылезли. Он вспомнил, что штаб-квартира напрямую управляет всеми героями S-ранга, потому что они лучшие из лучших.
Рик воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать Райнет о своей мечте стать героем и победить кайзера Алсипата. Он сказал ей, что его врожденный талант еще не проявился, и спросил ее совета, стоит ли ему становиться героем в таком возрасте. Райнет заметила, какой он смелый, раз пытается спасти ее, и похвалила его за это, потому что это очень важно для героя. Но она сказала, что у него слишком низкий запас маны, и что он больше не сможет его увеличить. Она посоветовала ему отказаться от своей мечты, потому что в таком возрасте он уже не сможет стать героем. Хотя Рику было больно слышать это, он сделал вид, что все в порядке, и попытался принять ее совет. Он поблагодарил ее за то, что она вернула его к реальности и освободила от бремени мечты, которая мучила его годами. Она извинилась за то, что задела его чувства, но Рик сказал, что он воспринимает их встречу как компенсацию. Он в шутку пригласил ее на свидание, но, к его удивлению, она согласилась и пообещала встретиться с ним на следующий день. На следующий день Рик был весь на нервах, предвкушая встречу с Райнет. Он подбадривал ее, чтобы она хорошо выполняла свои обязанности. Зайд пришел в гильдию, чтобы выполнить свой первый квест Биранга, но, к его удивлению, Рик уже подготовил его для него. Зайд тоже удивился, что Рик был в хорошем настроении. После работы Рик радостно бежал на встречу с Рионет, надеясь, что они пойдут на свидание, если все пройдет хорошо. Внезапно люди начали паниковать, потому что появились монстры, которые напугали Рика, и он задумался, почему судьба так против него. Рик побежал на место, где появились монстры. Рионет внезапно остановилась и упала на колени, потому что ее переполняла магическая энергия дракона. Рик бросился к ней, чтобы помочь подняться, и монстр воспользовался этим, чтобы напасть, но Зайд пришел им на помощь. Он подшутил над Риком, что тот выбрал такое место для свидания, где полно монстров. Другие искатели приключений, которые вместе с Зайдом организовали отряд, поддержали его, и он посоветовал Рику уйти в безопасное место вместе с Рионет. Члены отряда объединили свои силы, чтобы справиться с монстрами. Рик завидовал тому, как круто они выглядели во время боя, и корил себя за то, что отказался от своей мечты. Ранет сказала ему, что они в опасности, но Рик заверил ее, что они в надежных руках, потому что Зайд защитит их от монстров. Ранет сказала ему, что они недостаточно сильны, чтобы справиться с драконом, который был поблизости. Она рассказала ему о своем состоянии, из-за которого она теряла контроль над магией, когда чувствовала драконью магию. Рик сомневался, потому что раньше в городе никогда не появлялся дракон, но он поверил, когда огромная тень накрыла его. Все удивились, увидев, что дракон приближается к человеческому городу, и Рик понял, что дракон был причиной появления монстров, потому что они пытались спастись от него. Дракон приземлился прямо перед ними, и пока Зейд отступал, вспоминая правила гильдии о том, что нельзя вступать в бой с драконом, другой искатель приключений запаниковал и напал на дракона. Дракон взревел от ярости, и все упали на колени. Зейд попытался разрушить барьер, но у него ничего не вышло, и он решил помолиться. Рик внезапно вышел вперед, к удивлению Зейда, который отговаривал его, ведь Рик был всего лишь секретарем. Рик сказал Зейду, что хочет умереть как искатель приключений. Хотя Рик знал, что у него нет шансов против дракона, он не мог сдержать волнение, ведь он всегда хотел жить на грани. Его кровь закипела, когда он схватил камень и со всей силы швырнул его в дракона. Зейд вдохновился его поступком и призвал остальных искателей приключений тоже выйти вперед, чтобы не дать секретарю их обогнать. Они все вместе атаковали дракона, используя свои навыки и надеясь победить. Дракон был в ярости от их нападения, и они увидели, что он собирается использовать огненное дыхание. Поэтому Зейд поставил железную стену. Но этого было недостаточно, чтобы остановить дракона. Они все пострадали от дыхания дракона и подумали, что это их последний вздох. Зейд потерял всякую мотивацию, а Ранет была разочарована, что не может сразиться с драконом. Рик внезапно встал и подошел к дракону, надеясь осуществить свою мечту. Дракон раздавил его как букашку, но Рик вдруг обрел свой врожденный навык и легко выбрался из-под дракона. Все были удивлены его внезапным усилением, и никто не мог поверить своим глазам. От Рика исходило столько магии, что это было заметно, и Рионет удивилась. Рик понял, что это его врожденный навык, и задумался, почему он так долго не проявлялся. Рик решил использовать ящерицу в качестве тренировочного манекена для своего нового навыка. Дракон выпустил в Рика пламя, но оно не причинило ему вреда. Рик использовал свой пробудившийся навык грубой силы, который, к удивлению всех, уничтожил дракона и его барьер. Рик был доволен своим выступлением против дракона, но внезапно потерял сознание от усталости. Через некоторое время он очнулся, но все его тело болело. Рионет посоветовала ему не двигаться, чтобы не напрягать тело. Она сказала, что все магические каналы в его теле разрушены.
Она также сказала, что он проспал неделю, и он удивился, почему она так долго его ждала. Она сказала, что ждала, чтобы пригласить его на свою вечеринку, которую она назвала «Кулак Орочима», потому что у них была одна цель — победить Кайзера Аль-Сапата. Рик был удивлен, узнав, что легендарный монстр — это не просто сказка. Риант была уверена, что Рик станет сильнее, если будет тренироваться с ними, потому что он победил дракона только благодаря своей храбрости. Она заверила Рика, что он все еще может стать искателем приключений, и это обрадовало Рика, потому что это был первый раз, когда кто-то говорил ему такое. Он был так рад, что чуть не расплакался, потому что не мог поверить, что у него все еще есть шанс стать искателем приключений, хоть и пришлось пройти долгий путь. Затем Рик на 2 года уехал тренироваться в сильнейшую команду искателей приключений, чтобы освоить все базовые навыки и получить ранг F. После изнурительной тренировки Рик падает на землю. Он так устал, что думал, что не доживет до следующего дня. Но его наставники были впечатлены тем, как сильно он изменился за эти 2 года. Они были уверены, что экзамен на ранг Е будет для него пустяком. Но они надеялись, что он не разрушит арену, хотя Рик и сказал, что его сила ничто по сравнению с их силой. Вернувшись в город, Рик отправился в гильдию искателей приключений, чтобы сдать экзамен на ранг Е. Рик решил подойти к стойке и показать свое удостоверение гильдии. Администратор собиралась выдать ему пропуск, но узнала в нем своего наставника. Рик вспомнил Алису, хотя и не видел ее 2 года, он удивился, что она теперь работает в центре, но она сказала, что еще больше удивилась, когда он внезапно ушел из гильдии 2 года назад. Она была еще больше озадачена тем, что теперь он стал искателем приключений. Рик был в замешательстве, потому что знал, что начинать карьеру искателя приключений в 30 лет неразумно. Обычно люди начинают с ранга F в подростковом возрасте, а через 2 года получают ранг Е. Алиса спросила, чем Рик занимался последние 2 года, и он ответил, что был в горах. Тренировался с опытными искателями приключений. Пьяный искатель приключений внезапно подходит к стойке и грубо пристает к Алисе. Алиса пытается отказать ему, потому что еще не закончилась ее смена, но искатель приключений пытается силой добиться своего. Рик пытается оттащить его, но искатель приключений злится, что Рик мешает его несуществующей игре. Рик оттаскивает его и дает ему подзатыльник, а Алиса извиняется за доставленные неудобства. Рик не возражает, потому что у него было несколько таких случаев, когда он работал клерком в гильдии. Искатель приключений внезапно теряет сознание, и это привлекает внимание искателей выдр в гильдии. Рик опускает его на пол и объясняет, что он слишком много выпил. Он советует всем извлечь из этого урок и всегда пить ответственно. Элис протягивает Рику его входной билет и желает удачи на испытании. Рик видит, что он участник под номером 4242 и начинает волноваться, потому что у него несчастливый номер. Рик выходит из гильдии, где его ждет Рионет. Тем временем другие искатели приключений замечают отпечаток руки на доспехах пьяного искателя приключений и удивляются этому. Они узнают пьяного искателя приключений Дональда, бывшего искателя ранга А, которого разыскивают за нападение. Алиса вспоминает, что Рик так нежно держал Дональда, что его рука отпечаталась на доспехах. Рик идет в ту часть гильдии, где записывают его данные. Его рост измеряют, но один из клерков удивляется, узнав, что Рику 32 года. После того, как его физические данные были записаны, Рик идет в комнату с хрустальным шаром, где измеряют магическую энергию участников. Большинство участников находится на уровне от D плюс до C, и реакция на Рика, который находится на уровне F, практически нулевая. Участники смеются над ним, называя его старым и бесполезным. Они отмечают, что у него самый низкий уровень магических способностей и надеются, что не станут такими, как он. Представитель гильдии собирается вызвать следующего участника к хрустальному шару, но, к его удивлению, шар внезапно трескается от перегрузки. Затем Рик заходит в зал, где участникам нужно со всей силы ударить по мешку со слизью, чтобы измерить их силу. Это напоминает ему о тренировках с одним из его наставников, который использовал для этого золотой мешок со слизью. Тогда Рик был уверен, что не сможет разбить мешок, потому что был недостаточно силен. Но наставник настаивал, что он должен разбить мешок, потому что это было обязательным испытанием для искателей приключений. Его наставник легко разбивает мешок, отмечая, что он может разбить 200 таких мешков. Это мотивирует Рика начать тренироваться с мешком, нанося по 50 ударов в день. Участники проходят испытания на силу удара, и их способности записывает представитель гильдии. Вызывают одного из участников, и другие узнают в нем второго сына герцога. Хотя ему было всего 11 лет, его магические способности были равны уровню морского ранга искателя приключений. Сын герцога хочет показать, на что он способен другим участникам. Он вызывает природную магию огня 3-го уровня, к удивлению всех,
но когда он выпускает ее, Рик замечает, что она крошечная. Остальные участники впечатлены тем, что огненный шар почти не повредил слизистый мешок. Наблюдатель тоже впечатлен способностями юного гения. Но Рик не может скрыть разочарование, потому что он помнит, что заклинание третьего уровня вызывало огромный огненный шар, который сжигал все вокруг. Рик приходит к выводу, что принц уменьшил силу заклинания, потому что они находятся в помещении и мысленно хвалит его за талант. Другие участники по очереди подходят к слизистому мешку, и Рик замечает, что зеленый слизистый мешок тоже очень прочный. Ведущий называет его номер и подходит к мешку. Наблюдатель останавливает его, говоря, что он стал искателем приключений только в 30 лет. Наблюдатель скептически относится к способностям Рика, потому что тот не тренировал свою магию в молодости. Он советует Рику отказаться от своей мечты, потому что уже слишком поздно. Рик вспоминает изнурительные тренировки с золотым слизистым мешком. Он так сильно бил по мешку, что у него были сбиты в кровь кулаки. Но он все равно не мог выполнить дневную норму. Его наставник заставил его подняться на ноги, и Рик сделал это, потому что не хотел сдаваться. Хотя Рик и согласился с наблюдателем, он не понимал, почему людям старшего возраста нельзя становиться искателями приключений независимо от возраста. Рик вкладывает всю свою ярость в удар по слизистому мешку, разрывая его и разбрызгивая повсюду слизь. Остальные участники были так потрясены, что не могли понять, кто такой Рик, но Рик думает, что мешок был бракованным. Сын герцога злится, что Рик его обошел, но он уверен, что покажет лучший результат в тесте на владение защитными способностями. Участники переходят к защите, и Рик отражает заклинание 4-го уровня природной магии, которое оказалось слишком сложным для остальных. Представитель гильдии хвалит его за умение защищаться. Представитель решает использовать заклинание природной магии 5-го уровня и советует Рику использовать более высокий уровень заклинания для защиты. Рик смущенно признается, что может использовать только заклинание 1-го уровня природной магии. Представитель удивлен, потому что Рик так точно управляет своей магией, но Рик говорит, что все в порядке. Представитель думает, что Рик недооценивает свои способности и решает не сдерживаться. Он произносит заклинание природной магии 5-го уровня и направляет его на Рика. Рик легко отражает его, без труда рассеивая заклинание. Сильвестр, рыцарь 1-го класса, замечает это издалека и удивляется, что происходит. Он решает подойти к месту проведения теста и встречает на земле нескольких представителей гильдии. Они рассказывают ему, что произошло, и рыцарь думает, не разыгрывают ли его. Женщина-представитель показывает ему данные Рика, и он удивляется, что Рику 32 года. Он также отмечает, что Рик проработал в гильдии 14 лет, и спрашивает, не дали ли титул клерка тому, кто победил дракона. Но представительница говорит, что это не так. Тем временем Рик присоединяется к остальным участникам, чтобы пройти письменный тест, а после теста он садится на скамейку рядом с Рионет. Она спрашивает, как прошел тест, и он отвечает, что получил бы высший балл, потому что использовал свой 14-летний опыт работы в офисе. Рик беспокоится, потому что получил неуд по тесту на магические способности, но Рионет успокаивает его, что все будет хорошо. Внезапно к Рику подходит сын герцога и обращается к нему как к простолюдину, но Рик не может вспомнить его имя, и это его бесит. Фридит внезапно начинает плакать, указывая на то, что Рик выделяется больше, чем он, и это мешает его официальному дебюту в приключенческой жизни. Рик удивляется, что Грет плачет, но его старшая сестра и наследница герцога Анжелика внезапно вмешивается, чтобы преподать Рику урок за то, что он довел Фридеда до слез. Анжелика бросает Рику перчатку, вызывая его на дуэль, но Рик поднимает перчатку, указывая, что дворяне не ценят чистую одежду, потому что сами не стирают. Рионет говорит, что он принял вызов, подняв перчатку, и Рик не может в это поверить, когда до него доходит. Они идут на арену, где Анжелика просит каждого из них назвать свои условия для дуэли в соответствии с правилами королевства Филхайм. Анжелика предлагает, чтобы проигравший стал слугой победителя на всю жизнь. Рик беспокоится, потому что Анжелика – рыцарь королевства, защитник мира в королевстве. Рионет говорит, что Анжелика – авантюристка ранга B, и это еще больше беспокоит Рика. Но Рионет говорит ему не волноваться. Рику не нравится, что он всего лишь новичок, но Ронетта напоминает ему о том, как он тренировался последние 2 года. Рик почти теряет рассудок, вспоминая, как плохо он тренировался, но Ронетта говорит ему, что нужно больше верить в себя, потому что Орехалковый кулак, сильнейшая команда на континенте, считает его своим членом. Рик вдохновляется и сразу же обретает уверенность. Анжелика решает не давить на него, потому что он всего лишь новичок, и достает свой меч.
Рик замечает, что она владеет мечом и усиливает свои способности магией. Она бросается на Рика, намеренно промахиваясь, чтобы показать, насколько она быстра. Рик ошеломлен, и Фрид рассказывает ему, что Анжелика настолько быстра, что ее прозвали Молнией. Рику это прозвище не нравится, но Анжелика обещает, что в следующий раз не будет сдерживаться. Она снова использует свою способность к скорости, чтобы атаковать Рика, но по его мнению она настолько медлительна, что кажется, будто она плывет по воде. Он удивляется, почему ее так прозвали, ведь она такая медлительная. Он задумался, но Реннет окликает его, и он с легкостью уклоняется от атаки Анжелики. Анжелика удивлена, что Рик уклонился от ее атаки, но думает, что это была удача, и решает атаковать его снова. Рик разочарован ее медлительностью, но впечатлен тем, насколько сильным он стал. Анжелика внезапно спотыкается о камень, и ее удар превращается в вращающийся, от которого Рик едва успевает увернуться. Рик не смог предугадать действия Анжелики и был на грани, но Анжелика решила, что ее атака была намеренной, хотя она и споткнулась. Она говорит Рику, что будет атаковать его в 3 раза быстрее, чем раньше, и использует свою способность, но для Рика она все равно двигается очень медленно. На этот раз Рик не дает ей шанса и уклоняется от ее атаки, к удивлению Анжелики. Она может использовать свою способность еще 2 раза, но решает не делать этого, потому что у нее нет выбора. Она снова атакует Рика, но он легко уклоняется от ее удара. Она наносит последний удар, но спотыкается, и атака становится низкой. Рик был готов отразить ее удар, но низкая атака застала его врасплох. Он быстро наносит удар снизу, надеясь поймать Анжелику. В результате образуется огромная дыра, и Анжелика благодарит судьбу за то, что она споткнулась, иначе сейчас была бы уже на том свете. Анжелика спрашивает, кто он такой, и он отвечает, что он обычный человек, который стал искателем приключений после работы клерком. Но Анжелика ему не верит. Рок решает выложиться в битве на полную, но Анжелика, к его удивлению, сдается. Она решает покинуть арену, но Рик напоминает ей об условиях дуэли, говоря, что воспользуется ими, так как не назвал своих. Анжелика собирает последние силы и вкладывает их в ноги, покидая арену до того, как Рик успевает что-то сказать. Рик не считает дуэль выигранной, потому что это неправильно, но Ранет говорит ему, что Анжелика уже признала свое поражение. Ранет предлагает вернуться в гильдию, потому что скоро будут объявлены результаты. Она также сообщает Рику, что его наставники придут навестить его, чтобы узнать, как у него дела. Эта новость так потрясла Рика, что он не смог сдержаться. Акашическая книга «Сокровище, исполняющее любое желание», достается тому, кто победит Кайзера, величайшего монстра. Авантюрист, который столкнулся с монстром, не смог его победить, но он надеялся, что однажды кто-то из будущих авантюристов сможет одолеть чудовище и исправить его ошибку. Между тем Алика сообщает авантюристам, что их испытание вот-вот начнется. Она говорит, что на экзаменационные билеты будет отправлена мана, и билеты тех, кто пройдет испытание, будут светиться синим. Она также сообщает, что на следующий день на втором этапе успешные кандидаты примут участие в тренировочном бою. Рик не в лучшем настроении, потому что не уверен, что пройдет испытание, но Рионет успокаивает его, говоря, что он точно справится. Она говорит, что если он не пройдет испытание, ему придется утроить тренировки. Внезапно его билет начинает светиться, и он с тревогой смотрит на него, гадая, пройдет ли он. Через некоторое время билет загорается синим, и он радуется, сообщая Рионет, что прошел. Она поздравляет его с успехом, и они выходят из класса. Рик говорит, что ему не нужно возвращаться на тренировки, и чувствует облегчение. Внезапно в воздухе появляется неприятный запах, и Рик не может удержаться, чтобы не закрыть нос, гадая, откуда он взялся. К Рионет подходит дворянин и представляется как Растер, первый сын герцога Диамуита, правителя Севера. Рик с трудом запоминает его имя, поэтому решает называть его Норти. Растер спрашивает, как зовут Ранет, и она представляется ему. Пока Растер удивляется, как мило звучит имя Ранет, он хмурится, когда Рик представляется ему, потому что ему нет дела до таких, как он. Рик расстроен этим, но Растеру все равно, и он снова обращает внимание на Ранет. Он пытается использовать свою не самую лучшую тактику, чтобы подцепить Ранет, но даже не может заинтересовать ее. Растер продолжает настаивать и предлагает Ранет стать его второй женой. Рику надоедают его приставания, и он решает вмешаться, что бесит Растера, который не понимает, почему старик так назойлив.
Рик говорит Растеру, что он не может приставать к Ранет, потому что она его девушка. Растер удивлен, узнав об этом, но замечает билет Рика на участие в экзамене, и это его забавляет. Он не может поверить, что Рик все еще был героем F-ранга в таком возрасте. Рик предполагает, что Растер тоже пришел на экзамен и пытается разыграть карту Уна. Но Растер разочарован его способностями и говорит, что он уже получил ранг Е, когда ему было 14. Он говорит Рику, что пришел сюда, чтобы быть экзаменатором на втором этапе экзамена, потому что он авантюрист ранга Е. Растер показывает Рику свой герб и просит Ранет оставить Рика, потому что он хуже простолюдина, и пойти с ним на ужин. Ранет вежливо отказывается, говоря, что она встречается с Риком, который так покраснел, что чуть не взорвался от злости. Она дразнит Растера, говоря, что у его духов неприятный запах. Рик теперь знает, откуда исходит запах, но Растер разозлился из-за их оскорблений и пообещал показать Рику разницу в их способностях, если тот окажется его экзаменатором. Растер уходит, кипя от злости, надеясь, что у него будет шанс доказать Рионетте, что она приняла неверное решение. Рику не понравилось, что он уже с самого начала не поладил со своим потенциальным экзаменатором. Он надеялся, что Растер не окажется его экзаменатором во время экзамена. Растер отправился на ужин в замок, но все еще злился из-за встречи с Риком. Он пообещал себе, что докажет Рику, что он лучше него. Фрида и Анжелика вдруг подбегают к нему с заплаканными лицами, и он удивляется, что их так расстроило. Фрида говорит, что какой-то старик опозорил ее во время теста, а Анжелика рассказывает, что тот же старик чуть не опозорил ее, объясняя ее двойную клятву. Растер злится, что какой-то старик совершил такой непростительный грех, но потом вдруг понимает, что этим стариком мог быть Рик. Он спрашивает Фриду, под каким номером был Рик, и Фрида говорит, что это был несчастливый номер, подтверждая его подозрения. Растер рад, что у него будет шанс опозорить Рика во время второй части экзамена, а также отомстить за то, что он сделал с его братьями и сестрами. На следующий день Рик и Ранетта идут на место второго теста, и Ранетта напоминает Рику, чтобы он сдерживался. Рик говорит ей, что не может сдерживаться, особенно если Растер окажется его экзаменатором. Рик в ужасе от такой возможности, но Линкс внезапно останавливает его и сообщает, что будет его экзаменатором на втором этапе. Рик радуется, потому что Растер не будет его экзаменовать. Но Линкс говорит, что это необычно для 30-летнего администратора, который сменил работу и стал искателем приключений. Рик думает, что Линкс смеется над ним, но тот говорит, что впечатлен его решимостью. Линкс рад, что такой же мужчина средних лет, как он, может вдохновлять других следовать за своей мечтой, несмотря на возраст. Линкс почувствовал дежавю, потому что сам стал искателем приключений в 24 года и знал, что у Рика есть цель. Линкс говорит, что ему самому понадобилось 20 лет, чтобы достичь своего уровня, и он еще не достиг своей мечты. Рик был впечатлен страстью Линкса в его возрасте и с нетерпением ждал возможности сразиться с ним. Линкс предупреждает, что не будет сдерживаться, но пожимает Рику руку и приглашает выпить после экзамена. За углом Растер молча подслушивает их разговор с хитрой улыбкой. Линкс почувствовал, насколько Рик силен, просто пожав ему руку, и решил тренироваться еще усерднее. Когда он возвращается в свою комнату, Растер останавливает его, чтобы поговорить. В комнате для подготовки Рик очень весел, и Рионет это замечает, но в комнату внезапно входит посыльный с новостями для участников с номерами от 4200 и выше. Он говорит, что Линкс заболел и его заменит Растер Диамуид. Рик не узнает его имени, пока Рионетта не скажет, что это тот самый Растер, с которым они столкнулись вчера. Она говорит, что Растер, возможно, родственник Анжелики, и что они оба носят одну фамилию, и Рик не верит своим ушам. Остальные участники беспокоятся, потому что боятся Растера. Рионетта спрашивает, что в нем такого особенного, и один из участников говорит, что Растера прозвали Разрушитель, потому что он издевается над теми, кто привлекает его внимание. Рик понимает, что попал в беду, потому что привлек внимание не только Растера, но и его разозлил. Растер устраивает шуточный бой с одним из участников и легко побеждает его своей природной магией льда. Он говорит, что разочарован в том, насколько слабы обычные люди, но тут один из элитных стражей привлекает его внимание и передает сообщение. Тем временем Рик в отчаянии думает, что же ему делать, чтобы выбраться из этой ситуации, но Рионетта говорит, что беспокоиться ни о чем. Рик говорит, что хочет вернуться домой, но понимает, что если сделает это, то тренировки станут в 3 раза сложнее, и решает смириться с тем, что не сможет осуществить свою мечту. Рионетта советует ему брать пример с тех, кто пытался отговорить его от этой затеи, а не слушать их.
Она уверена, что он пройдет испытание и победит благородного парфюмера, потому что верит в него. Она говорит, что верила в него с самого первого дня, когда он решил стать искателем приключений. Рик так тронут ее словами, что снова обретает уверенность. Внезапно к Року подходит фигура в капюшоне и предлагает помочь ему справиться с кризисом среднего возраста с помощью гадания. Фигура говорит, что ему не нужно ничего бояться, и предлагает бесплатную пробную версию. Рок успокаивается и садится рядом с фигурой. Ранет замечает, что на стуле лежит заклинание, но не успевает ничего сделать, потому что Рок исчезает, как только садится. Фрид хвалит себя за то, что он актер, достойный Оскара, ведь он заманил Рока в ловушку, но Ранет внезапно угрожает ему и требует сказать, куда телепортировался Рок. Фрид пытается быть жестким и не выдавать информацию, но Ранет демонстрирует свои способности, и Фрид все выкладывает, как будто у него сорвало крышу. Он говорит, что Рок недалеко от них, потому что он может телепортироваться только на расстояние до 100 метров. Рок гадает, где он, и думает, что он за ареной, когда его окружают наемники, нанятые элитной стражей. Рок думает, что они его с кем-то перепутали, но они представляются как элитная стража Диамуита, и Рок понимает, что за его проблемами стоит Растер. Стражники обещают, что он не сможет пройти испытание, но Рок разочарован, что им приходится прибегать к таким грязным трюкам. Главный стражник сообщает ему, что они все равны рангу Би и являются авантюристами, и Рок понимает, что ему не удастся уйти невредимым. Внезапно появляются его учителя и спрашивают, почему Рок был за пределами арены, а не проходил испытания. Рик говорит Бруфстону, что охранники помогают ему тренироваться, но охранники опровергают его слова, угрожая убить его хозяев, если те не уйдут немедленно. Рик просит главного охранника отозвать своих людей, но тот приказывает им убить хозяев. Один из охранников пытается напасть на Бруфстона с мечом, но его меч ломается, как только он касается орка. Бруфстон говорит, что впечатлен тем, что охранник тренирует свое тело, но разочарован тем, что тот пренебрегает укреплением оружия. Охранник злится и пытается ударить орка, но его кулак разлетается на куски. Бруфстон исцеляет его руку и советует, как улучшить его боевые навыки. Охранники удивляются, что орк может говорить и использовать магию. Главный охранник вдруг понимает, что они из сильнейшей группы. Месед понимает, что Рика обижают, и решает разобраться с этим мирным путем с помощью своего нового изобретения. Это пистолет с магическими кристаллами и свинцовыми пулями. Другие охранники решают напасть на других хозяев, так как Бруфстон кажется очень сильным, но Миза убивает их своим оружием. Он спрашивает Рика, не хочет ли тот выстрелить из его оружия, но Рик отказывается. Главный охранник убедился, что они из сильнейшей группы. Другой охранник угрожает убить Элиссу, если кто-то пошевелится, но они советуют ему отпустить ее. Элисса не понимает, что делает охранник, и Рик говорит ей, что хочет поиграть с ней. Элисса не против поиграть с охранником, но он причиняет ей боль, и она злится. Она применяет мощную магию природы, от которой стражник отлетает в сторону к ужасу остальных. Теперь вождь узнал в Элиссе мага-вампира, самого молодого и сильного мага. Полуэльф-полугном – лучший оружейник. Акула – орк с высоким интеллектом и сверхчеловеческой силой. Главный стражник говорит другим стражникам, что они все авантюристы С-ранга, члены кулака Рихалка, сильнейшей группы на континенте, состоящей только из авантюристов С-ранга. Главный стражник настолько очарован их присутствием, что решает уйти в отставку и жить спокойно. Рик решает вернуться к своему испытанию, пока его хозяин разбирается с делами. Тем временем Фрида удивляется, как долго Ранетта будет держать его в заложниках, и говорит, что будет держать его, пока не вернется Рик. Фрида говорит ей, что Рик не вернется, потому что он попал в засаду, устроенную элитной стражей его семьи. Он удивляется, когда Рик возвращается целым и невредимым, и спрашивает, как ему удалось выбраться без единой царапины. Рик извиняется перед ним, когда Ранетта отбрасывает его как ненужную тряпичную куклу. В комнату заходит Линкс с обиженным видом, и Рик помогает ему дойти до кровати. Линкс сообщает Рику, что это Растер избил его и придумал историю о том, что он заболел. Линкс был разочарован, что у него не было шансов против Растера, но Рик не понимал, зачем Растеру идти на такие ухищрения, чтобы стать его экзаменатором. Линкс рассказывает, как Растер избил его после того, как он рассказал ему о своей мечте построить школу, в которой могли бы учиться дети, которые хотят стать авантюристами. Растер сказал ему, что его мечта бесполезна.
потому что он может построить только третьесортную школу, так как сам он третьесортный авантюрист. Растер разочарован, что не смог ничего ответить Рику и советует ему отказаться от экзамена, чтобы не навлечь на себя еще большую беду. Рик успокаивает Растера, говоря, что с ним все будет в порядке, и выходит из комнаты на арену. Растер легко побеждает другого участника, когда возвращается один из его охранников, извиняясь за провал своей миссии. Растер удивлен, что Рик все-таки вышел на испытание, потому что думал, что его слова напугают Рика. Растер решает показать Рику, что такое настоящее страдание, но Рика не пугают его угрозы, и он молча обещает отомстить за то, что Растер сделал с Линксом. Растер легко побеждает слабых авантюристов, которые выходят на арену, и их можно принять за тренировочные манекены. Адольф, зритель, который может оценить силу авантюриста, посмотрев на его основные характеристики: физическую силу, контроль над телом, запас магии и контроль над магией. Он смотрит на характеристики Растера и чуть не теряет дар речи, понимая, что у кандидатов нет шансов победить Растера, потому что он превосходит их во всех аспектах. Он видит, что Рик выходит на арену против Растера и удивляется, что старик может сделать против Растера. Он использует свою способность оценивать характеристики Рика и чуть не теряет зрение, потому что Рик настолько силен, что его характеристики превосходят его шкалу измерений. Алиса встречается с Раннет, которая, как она помнит, сопровождала Рика в тот день, когда он регистрировался в гильдии. Они обмениваются приветствиями, и Раннет просит ее присоединиться к другим членам кулака Орехалка, чтобы посмотреть на бой Рика с Растером. Алиса идет с Раннет, чтобы встретиться с другими членами кулака Орехалка, и узнает, что Рик их член. Алиса удивлена, увидев среди них орка, но сохраняет самообладание и представляется группе. Мужчина предлагает ей сесть рядом с ним, но Риханет уводит ее, чтобы ее не обидели. Рик выходит на арену, и члены группы ждут, гадая, как он справится с Растером. Ринет уверена, что Рик сдаст экзамен без единой царапины, но Алиса беспокоится, потому что не думает, что Рик сможет справиться с Растером. Бравстон удивляется, почему она так мало верит в способности Рика. Она объясняет, что Растер обычно разделывается с любым, кого проверяет, потому что он намного сильнее, чем авантюрист ранга А. Бравстон успокаивает ее, говоря, что ей не о чем беспокоиться, потому что Рик справится с Растером. Рик выходит на арену, и Анжелика начинает подбадривать своего старшего брата, чтобы он надрал старику, который ее опозорил, задницу. Фрид тоже выходит на зрительскую трибуну, весь в бинтах, и умоляет своего старшего брата помочь ему отомстить Рику. Рик невозмутим, когда Растер удивляется, что он еще дышит, хотя за ним послали элитных стражников. Растер обещает компенсировать некомпетентность крестьянина, который не смог его победить. Он предупреждает Рика, чтобы тот не смотрел на него свысока, потому что они находятся на разных уровнях силы, в отличие от простых людей. Рик видит, что Растер очень силен, но это его не останавливает. Он спрашивает Растера, почему тот решил стать авантюристом, и это его удивляет, потому что он пришел не на отборочный тур и не на экзамен. «Как бы то ни было», — отвечает он, рассказывая Рику, что стал искателем приключений, потому что у него есть к этому талант. Он объясняет, что звание искателя приключений повысит его статус дворянина и вызовет больше уважения у других дворян. Он говорит, что скоро собирается уйти из профессии, пока его репутация еще хорошая, потому что ему надоело быть искателем приключений. Рик убежден, что Растер стал искателем приключений по неправильным причинам и обещает не проиграть ему. Растер советует ему уважительно разговаривать со старшими, потому что он больше не будет с ним разговаривать, когда закончит. Он начинает бой с природной магией льда первого уровня, но Рик даже не двигается, когда удар проходит мимо. Растер удивлен, что Рик так напуган, но Рик просто вспоминает свой разговор с Ранитой перед матчем. Она посоветовала ему успокоиться перед началом матча и понаблюдать за противником. Рик решает последовать совету Раниты и понаблюдать за Растером, но Растер пользуется возможностью атаковать, как ему вздумается. Растер выпускает огненную магию третьего уровня, но Рик стоит неподвижно, продолжая наблюдать. Его задевает огненный взрыв, и Алиса беспокоится, что он ранен, но Брювстон успокаивает ее, говоря, что пламя лишь слегка обожгло его. Он спрашивает ее о 4 основных способностях, которые делают искателя приключений сильным, и она перечисляет их. Он отмечает, что магический резерв человека должен быть развит до 20 лет, после чего его уже нельзя увеличить. Алиса понимает, что магический резерв Рика настолько мал, потому что он стал искателем приключений только в 30 лет. Брювстон говорит ей, что именно поэтому они тренировали его в других областях, где он мог бы развить свои способности, чтобы компенсировать свой маленький магический резерв. Растер обещает, что следующей атакой он поставит Рика на колени и выпускает в него заклинание ветра 4 уровня, созданное с помощью магии природы. Рик не обращает внимания на заклинание Растера,
потому что оно ощущается как прохладный вечерний ветерок. Бровстон рассказывает Алисе, что он помогал Рику развивать физическую силу с нуля, а Ронет учила его контролировать магию. Алиса была его спарринг-партнером, пока Ронет учила его контролировать тело. Алиса удивлена, что Ронет – учитель Рика, потому что думала, что она обычная горничная. Бровстон рассказывает, что Рик впитывал все знания, которые они ему давали, и теперь он почти стал искателем приключений С-ранга. Растер злится, потому что его заклинания не действуют на Рика, но он продолжает атаковать. Он выпускает еще одно заклинание 4-го уровня, созданное с помощью магии природы. Алиса удивлена, что Рик стал искателем приключений С-ранга, но Рионет говорит ей, что он понятия не имеет о своих истинных способностях, потому что Бравстон заставил его превзойти все ожидания. Растер внезапно выпускает шквал заклинаний, потому что он уже не может терпеть безнаказанность Рика. Он обещает победить Рика и его друзей-крестьян, потому что они не хотят смотреть правде в глаза. Когда он произносит заклинание, он обрушивает на Рика огромный камень и думает, что победил его, поэтому извиняется за то, что вспылил. Рик внезапно пробивается сквозь камни, удивляя Растера и его братьев, которые тоже думали, что он побежден. Стойкость Рика выводит Растера из себя, и он решает покончить с ним мощным магическим ударом. Рик легко отражает его удар, что удивляет Растера, ведь он не ожидал, что Рик сможет отразить его суперудар. Тем временем Рик понимает, почему Рионет сказала ему просто наблюдать за началом битвы. Он понимает, что у Растера огромный магический запас, но слабые показатели во всем остальном, потому что он не тренируется. Растер предупреждает его, чтобы он не зазнавался, ведь он отразил его удар. Растер произносит заклинание для магии природы 3-го уровня и направляет его на Рика. Рик легко останавливает заклинание и легко его гасит, потому что оно было неправильно составлено. Месет объясняет, что Рик погасил магию Растера благодаря своему точному контролю над магией, что позволяет ему экономить ману. Растер не может поверить, что Рику так везет, но снова бросается на него, желая победить его магическим ударом. На этот раз Рик готов и отвечает своим ударом. Растер поспешно произносит защитное заклинание, которое активируется как раз вовремя, чтобы защитить его от урона. Анжелика удивлена, что Рик заставил Растера использовать защитную магию, но Растер не смог заставить Рика сделать это. Она подтверждает свои подозрения, что Рик необычный искатель приключений. Растер признает, что способности Рика превосходят способности искателя и ранга. Он также утверждает, что устал, потому что до Рика он проверял много кандидатов. Он злится, что Рику так везет, что его магия на него не действует. Рик видит, что он оправдывается, потому что знает, что Растер придумывает отговорки, чтобы не признавать его способности. Рик говорит Растеру, что он выдержал его магию, потому что у него лучше контроль над магией. Растер удивляется, как Рик стал таким сильным за 2 года, несмотря на то, что у него был небольшой запас магии. Рик рассказывает об изнурительных тренировках и суровых условиях, в которых он находился, чтобы нарастить остальные 3 характеристики, которые он все еще мог улучшить. Элиса задается вопросом, как Рик выжил в таких условиях тренировок. И Бравстон говорит ей, что он использовал свою исцеляющую магию, чтобы возвращать его к жизни каждый раз, когда он испускал дух. Он говорит ей, что Рик смог стать таким сильным, постоянно разрушая свое тело и отстраивая новое. Мизет была впечатлена тем, что Рик продолжал тренироваться, несмотря на то, что все его тренеры много раз выводили его из себя. Растер не верит, что Рик тренировался в таких условиях, потому что он не может представить, что такие условия существуют. Он также не думает, что Рик мог быть достаточно мотивирован, чтобы тренироваться так усердно и так долго. Рик говорит ему, что его мотивацией была мечта, и хотя Растер не кажется убежденным, он спрашивает Рика, о чем он мечтает. Рик говорит ему, что его мечта — победить Кайзера Эль-Сапата, сильнейшего монстра в мире. Фрид смеется над его мечтой, называя его идиотом. Растер не может поверить, что Рик произнес эти слова со всей серьезностью, потому что он думает, что монстр существует только в сказках на ночь. Алиса узнает имя монстра из сказок о Ямато, легендарном герое. Бровстон говорит ей, что конечная цель орехалкового кулака — победить монстра. Растер говорит Рику, что у него есть мечта о маленьком ребенке, чей мозг недостаточно развит, чтобы воспринимать реальность. Рик доволен, что Растер ему не верит, потому что он знает, что все равно не сможет помочь им победить монстра. Растер сыт по горло болтовней Рика, поэтому он стремится положить конец их борьбе. Он использует природную магию 7-го уровня, чтобы обездвижить его с помощью лиан. Рик впечатлен тем, что Рейзер может использовать магию 7-го уровня, произнося заклинания, и Рейзер хвалит его, обещая показать, что такое настоящий талант.
Рейзер произносит заклинание природной магии 8 уровня, что удивляет Рика, потому что он этого не ожидал. Рейзер заканчивает произносить заклинание для своего сильнейшего приема и применяет его, покрывая себя древесными лианами, создавая древесного голема, которым он управляет. Рик спокойно готовит заклинание воздушного выстрела, и Рейзер удивляется, что он собирается делать с такой простой магией. Рик говорит ему, что пробьет его сильнейший прием насквозь, но Рейзер смеется над его угрозой, считая ее бредом. Рик спрашивает Рейзера, сколько раз он использовал свой сильнейший прием, и Рейзер отвечает, что он использовал его всего несколько раз, потому что освоил его с нескольких попыток. Рик говорит, что использовал заклинание воздушного выстрела больше 100 миллионов раз, и Рейзеру надоедает его ложь. Алиса тоже думает, что невозможно использовать одно заклинание столько раз, но Бравстон говорит ей, что Рик сделал это с помощью пространственно-временной магии. Рейзер готовится разбить Рика и его нелепые мечты в пух и прах, как он сделал это с Линксом. Рик освобождается от пут, когда Рейзер наносит удар природной магии 8 уровня, созданный его големом. Рик использует природную магию 1 уровня, чтобы отразить удар, который уничтожает его магического голема и отбрасывает его на трибуны для зрителей. Рейзер не может поверить, что дворянина победил простолюдин, который может использовать только природную магию 1 уровня. Его братья и сестры также удивлены, что их брата, который родился с таким редким магическим талантом, убил старик, который не имеет никакого отношения к приключениям. Рик выходит победителем на арену после победы над Растером, гордясь тем, что его мечта все еще остается непобежденной, несмотря на угрозы Растера. Зрители шокированы тем, что Рик победил Растера, несмотря на явную разницу в их магических способностях, но Алиса впечатлена тем, насколько сильным стал Рик. Рик выходит с арены и сталкивается с членами своей группы, которые хвалят его за хорошую борьбу. Они поздравляют его с победой и предстоящим повышением в должности, и Рик благодарит их, отмечая, что он стал намного сильнее. Он недоумевает, как он мог упустить то, каким сильным он стал, и он смиренно благодарит своих учителей за то, что они уделили время его хорошей подготовке. Они говорят Рику, что ему не нужно быть таким формальным, потому что он все усложняет. Растер уходит с арены вместе со своими братьями и сестрами, которые уговаривают его обратиться к врачу из-за полученных травм, но он говорит им, что с ним все в порядке. Рик окликает его, и он решает рассказать ему, как он победил его, потому что знает, что этот вопрос не дает ему покоя. Растер думает, что он хочет нанести ему несколько ударов, а Фрид пытается замолвить словечко за своего брата против старика, но Анжелика останавливает его. Рик объясняет, что он ограничил количество своих приемов, а затем тщательно тренировался над ними, чтобы овладеть ими в совершенстве. Он советует Растеру совершенствовать свои приемы до тех пор, пока он не сможет использовать их на полную мощность во время сна. Он советует Растеру воспринимать это как жизненный совет старика, но Растер проходит мимо него. Он вдруг останавливается и предупреждает Рика, что будет его экзаменатором на следующем экзамене. Он угрожает, что если они снова встретятся, он положит конец мечтам Рика и уходит. Его братья и сестра бегут за ним, но Анжелика вдруг останавливается и почтительно кланяется Рику, признавая его силу, что его удивляет. Затем она подбегает к брату и поддерживает его, пока они идут домой. В тот же день Рик ждет в раздевалке вместе с другими кандидатами, пока диктор объявляет имена успешно сдавших экзамен. В это время Алиса с остальными членами партии сидит в кафе и думает, можно ли уже праздновать, ведь результаты еще не объявили. Бравстон уверяет ее, что их празднование не будет напрасным. Рионет подходит к Рику, который продолжает слушать, как объявляют имена успешных кандидатов, и замечает, что он спокоен, в отличие от того, каким нервным был во время предварительного экзамена. Рик говорит ей, что вспоминает свои юные годы. Он вспоминает, как шел к своей цели. Рик благодарен за этот шанс, когда диктор объявляет его имя среди успешных кандидатов. Рику выдают значок, и он покидает арену, любуясь им. Рионет поздравляет его с тем, что он наконец стал официальным искателем приключений, и он говорит ей, что не смог бы этого сделать без помощи членов кулака Орехалка. Рик на мгновение благодарит себя за то, что не отказался от своей мечты, несмотря на мнение скептиков. Он гордо поднимает кулак, заявляя, что теперь он полноправный искатель приключений. Линкс идет по лесу, думая, сколько еще ему осталось идти до дома Рика. Он вспоминает, как поздравил Рика с успешной сдачей экзаменов. Он напомнил Рику о том, что обещал угостить его выпивкой перед экзаменом, и предложил зайти к нему, чтобы они могли вместе отметить это. Выражение лица Рика выдало его эмоции, и Линкс не мог понять, почему он так отреагировал. Он продолжал идти через лес, поднимаясь в гору, и вдруг вспомнил, что Рик предупреждал его надеть лучшую одежду, если он собирается к нему зайти. Он не понимает, почему Рик так строго предупредил его, но продолжает идти по указанному маршруту. Он подходит к замку на горе и задается вопросом, не перепутал ли он дорогу к замку по
повелителя демонов. Линкс подходит к воротам замка, и его поражает его величие. Хотя он и боится за свою жизнь, он набирается смелости и звонит в колокол. Он зовет Рика, и огромные ворота внезапно открываются, и он видит знакомое лицо. Рик приветствует его, и Линкс с радостью заходит во двор, любуясь открывающимся видом. Рик извиняется за то, что привел его в такое далекое место, чтобы просто выпить. Линкс замечает, что в округе нет монстров, и Рик говорит ему, что монстры не приближаются к замку. Линкс спрашивает, почему Рик велел ему надеть лучшую броню, и Рик строго отвечает, что это для того, чтобы его тело осталось целым, что пугает Линкса. Рионетта приветствует Линкса, когда он заходит в замок вместе с Риком. Линкс благодарит ее за гостеприимство и выражает признательность за то, что она спасла ему жизнь. Элис зовет Рика с лестницы, и Линкс удивляется, как она оживилась. Он надеется, что его дочь вырастет такой же жизнерадостной, как маленькая девочка в замке. Она внезапно использует магию 6-го уровня, произнеся обычные слова, и это удивляет рысь. Рысь едва успевает среагировать и отойти в сторону, но Рик спасает его, отражая магическое заклинание. Рысь удивляется, что Рик все еще жив, а тот ругает Элиссу за использование магии в замке, о чем он ее предупреждал. Элисса винит во всем Рика, потому что он не играл с ней, когда она просила. Ронетта предлагает вычесть плату за ремонт из ее ужина, но Элисса внезапно раскаивается и извиняется перед Ронеттой, чтобы та не уменьшала ее порцию. Рик сообщает Линку, что хочет пойти с Элиссой, чтобы она больше не использовала магию в замке. Ронетта провожает Линка в его комнату и просит чувствовать себя как дома, а сама уходит. Линк смотрит в окно, думая, что не сможет обойти весь замок, потому что он слишком большой. Он вдруг замечает Мазетту, который сидит снаружи и играет с его изобретениями. Линк выходит к нему, и Мазетта узнает в нем гостя Рика. Они представляются друг другу, и Линк спрашивает Мазетту о его производстве стали. Мазетта показывает свое оружие, сделанное на заказ, и объясняет, что изготовление оружия – его хобби. Рысь решает опробовать модель, и Мазетта дает ему инструкции, как пользоваться оружием. Рысь приседает, чтобы удержать равновесие, и нажимает на спусковой крючок, целясь в тренировочный манекен. Пусковая установка стреляет, и рысь падает на землю, а манекен уничтожен. Мазетта решает уменьшить отдачу, когда будет переделывать оружие. Тем временем Линкс понимает, что оружие Мазет может изменить ход войны, если его массово производить для армии столицы. Он возвращается в замок, недоумевая, почему там живут такие странные люди. Он замечает Бруфстона, читающего в библиотеке замка, и удивляется, увидев там орка. Не поднимая головы, Бруфстон разрешает ему войти в комнату и извиняется за вторжение. Линкс заходит в библиотеку, удивляясь, сколько там книг. Бруфстон говорит ему, что это не библиотека, а его спальня, и объясняет, что окружает себя книгами, потому что они его успокаивают. Линкс понимает, что Бруфстон интеллектуал, и спрашивает, не состоит ли он в отряде Рика. Он спрашивает Бруфстона, прочитал ли тот все книги в комнате, и Бруфстон отвечает, что прочитал большинство из них. Он объясняет, что ему трудно читать последние книги, потому что он сосредоточен на обучении Рика. Линкс удивляется, что орк тренирует Рика, и просит Бруфстона научить его, как он учил Рика. Бруфстон соглашается, заметив, что глаза Линкса горят от страсти, как у Рика. Тем временем Рик ищет Линкса, и Мазет сообщает ему, что тот отправился с Бразоном на тренировку в лес. Рик удивляется, зачем он обрекает себя на такую суровую участь. Линкс так усердно тренируется, что читает свои последние молитвы, надеясь, что его жена и дети будут здоровы в его отсутствие. Его спасает Рент, которая несет огромного кабана в замок на ужин. Линкс благодарит ее за спасение и понимает, что он тренировался с Бруфстоном, потому что у него были проблемы с весом. Он рассказывает, как Бравстон столкнул его со скалы, велев бежать вниз по склону с привязанными гирями. Линкс знает, что не выжил бы, если бы Ронет не была рядом, и Ронет подтверждает его слова, говоря, что Бравстон стал причиной травмы Рика. Внезапно появляется Бравстон, прерывает их разговор и уводит Линкса на тренировку. После тренировки Линкс рад, что остался жив, а Рик злится на него за то, что тот не подумал о последствиях. Линкс объясняет, что принял предложение Бравстона только потому, что тот обещал не сильно его нагружать. Но Рик говорит, что никогда не стоит верить в такую ложь. Мизет недоволен тем, что Рик преувеличивает, а Бравстон поддерживает его, потому что легко мог бы оживить Линкса, если бы тот пострадал. Рик удивляется, насколько мало для них значит человеческая жизнь. Элисса хочет поиграть с Линксом, но Рик запрещает ей,
потому что она превратит его в пыль. Мизет обвиняет Рика в том, что он пригласил Линкса, зная, чем это закончится, и Рик корит себя за это. Они возвращаются в замок, и Рионет наливает чай Линксу и Рику, говоря, что им нужно набраться терпения, пока она готовит ужин. Она выходит из комнаты, и Линкс говорит, какая Рионетта невероятная. Рик соглашается с ним, и Линкс спрашивает, насколько далеко зашли их отношения. Рик говорит, что у них нет отношений, потому что он слишком стар, но Линкс говорит, что они могут быть совместимы, потому что он на 20 лет старше своей жены, и это удивляет Рика. Он убеждает Рика, что все получится, если они будут испытывать чувства друг к другу. Они садятся за стол и ужинают, а Линкс хвалит Рионет за еду. Она ценит его комплименты, и Рик старается говорить с ней как можно больше. Остальные заказывают еще выпивку и закуски, поэтому Ронет уходит из-за стола, чтобы принести еще. Линкс говорит Рику, что сейчас самое время показать свою привязанность, и тут же вскакивает со стула и бежит за ней. Линкс спрашивает остальных, в чем заключается особый навык Рика, и Бруфстон объясняет, что Рик не может контролировать свой навык, потому что это особый навык, который можно активировать только при определенных условиях. Мизет отмечает, что если бы Рик мог контролировать свой навык, он бы всех победил. Бруфстон сообщает Линксу, что Рик находится на уровне С без оружия и навыков, но отмечает, что он бы превзошел их, если бы мог контролировать свой безрассудный навык души. Линкс удивлен, что Рик может стать таким сильным. Бруфстон спрашивает Линкса о 6 великих магических кристаллах, потому что он работает в столице. Линкс узнает это название, потому что оно упоминается в легенде о Ямато. Бруфстон объясняет, что эти кристаллы – ключ к двери, ведущей в спиральный регион, где обитает Кайзер Альсипит, и им нужно победить его. Мизет сообщает Линксу, что кристаллы должны излучать сильную ману, потому что сейчас сезон их активации, который происходит раз в 200 лет. Рик спрашивает Линкса, слышал ли он что-нибудь об этом, но Линкс раньше думал, что это просто сказка. Теперь он понимает, что это правда, потому что команда Рика хочет победить Кайзера Альсипита. Он говорит Рику, что ничего не слышал об этих кристаллах, но обещает узнать у секретной разведки, которая занимается непубличными заданиями. Рик тайком просит у Линкса совета по поводу отношений, потому что не смог помочь Рионетте, которая прекрасно со всем справилась. Рэй, новая искательница приключений, с недовольным лицом убирается в гильдии, потому что хочет быть на поле боя, а не заниматься рутинной работой. Она тренируется с метлой, чтобы побеждать непобедимых врагов, но тут ее внимание привлекает разговор у стойки регистрации. Она направляется к Рику, Лжецу и Бруфстону, которые стоят перед главой гильдии. Они просят о специальном задании, но глава гильдии им отказывает, и они пытаются убедить его, что справятся. Хотя глава гильдии уверен в их способностях, он говорит, что их команда не соответствует требованиям, потому что в отряде из 4 человек только 2 авантюриста ранга А. Рик предлагает нанять временного члена команды, и глава гильдии сразу же предлагает Рэй, потому что она всегда хотела отправиться на опасное задание. Хотя Рэй всегда хотела отправиться на опасное задание, она не в восторге от того, что ей придется работать в команде с говорящим орком. Глава гильдии приказывает ей быть вежливой с командой, потому что они опытные искатели приключений. Рэй видит только команду, состоящую из говорящего орка, старика и избалованного ребенка, но все равно соглашается работать с ними. Они отправляются на задание, и Элиса сообщает, что впереди что-то есть. Рэй спрашивает Рика, что они ищут, и он отвечает, что они ищут какие-то сферы в этом районе. Она спрашивает, стоят ли эти сферы чего-нибудь, и Рик говорит, что они слишком опасны, чтобы оставлять их без присмотра, потому что они привлекают монстров. Она пытается убедить Рика, что может справиться с любым монстром, несмотря на то, что у нее всего лишь ранг F, потому что хочет стать авантюристом ранга А. Ее мечта вдохновляет Рика, и он решает усердно работать, чтобы повысить свой ранг. Рэй спрашивает, какой у него сейчас ранг, и он отвечает, что недавно получил ранг Е. Она считает, что он еще не раскрыл свой потенциал и скоро обгонит ее. Элисса указывает на источник света впереди, и они идут к нему. Ронетта беспокоится за Рика и Лизетту. Миет уверяет ее, что с ними все будет в порядке, потому что их сопровождает Брокстон. Он решает испытать устройство, которое создает ветер без использования маны, но Ронетта ломает его, поймав его за этим занятием. Они подходят к источнику света и видят, что там обедает Виверна. Рэй так напугана, что прячется за остальными, потому что знает, что монстр опасен. Бруфстон подходит к монстру, и она спрашивает, есть ли у него план, как его победить, но Бруфстон просто отбрасывает его в сторону, говоря, что хочет побить монстра. Рэй умоляет его придумать новый план, потому что он может привлечь других виверн из гнезда, если навредит этой. Он говорит ей, что не убил первую виверну, потому что хочет еще раз напасть на нее. Рэй жалуется на их группу, потому что они без надобности ввязываются в опасные ситуации. Бруфстон не знает, что делать,
потому что она слишком шумит, и просит Рика позаботиться о ней. Рик уводит ее, а она продолжает жаловаться, что Рик подверг ее большой опасности. Рик подшучивает над ней, говоря, что она слабачка, но она отвечает, что говорила о своем будущем. Внезапно приземляется побежденная Виверна, к удивлению Рэй, которая не может поверить, что остальные прогнали монстров. Рик быстро отводит ее в сторону, и перед ними приземляется красная Виверна. Рэй напугана, потому что монстр настолько силен, что даже у опытных искателей приключений могут возникнуть проблемы. Рэй советует Рику бежать, но Рик говорит ей бежать, пока он что-то делает с драконом. Она вдруг набирается смелости и говорит Рику, что тоже будет сражаться. Рик пытается отговорить ее, но она говорит, что не бросит его, потому что они напарники, пусть и временно. Она предлагает поддержать Рика, но он убивает дракона одним ударом. Теперь Рик уверен в своих силах, но Рэй так удивлена, что не понимает, почему Рик посоветовал ей бежать в безопасное место. На следующий день они возвращаются в гильдию, и глава гильдии хвалит ее за хорошую работу. Он замечает, что она чем-то расстроена, и спрашивает, в чем дело. Она извиняется, потому что вчера пережила много всего, и это вызывает у него сочувствие. Он знает, что члены кулака Орехалка всегда производят впечатление. Она вспоминает, как рассталась с Риком и его товарищами. Они несли домой тушу Виверны, и она спросила, что они будут с ней делать. Они ответили, что это на ужин, и она удивилась, потому что не знала, что виверн можно есть. Глава гильдии объясняет, что члены отряда особенные, потому что все они искатели приключений С-ранга. Рэй очень хочет стать искателем приключений С-ранга, поэтому отдает метлу главе гильдии и выбегает за дверь. Тем временем Грувстон дарит красный цветок, один из 6 великих шаров, другому участнику. Он сообщает, что они могут найти остальные шары, если напитают красный цветок маной. Мазет проверяет свою теорию с помощью магии картографии, которая показывает, что шар находится в Хиритопии, стране, известной своими боевыми искусствами и домом для Колизея. Колизей был построен 4 года назад Александром Хтопией в поселении под названием Нуклипс, расположенном в небольшой стране, большую часть которой занимает пустыня. Король Александр проводил в Колизее бои без правил, сражаясь голыми кулаками и оставаясь непобежденным после 10 поединков. Те, кто хотел победить его, и те, кто хотел увидеть его величие на арене, приезжали в Колизей с разных континентов. Это оживило окрестности и стало началом королевства Херактопия. Рик прибывает в Херактопию с Брювстоном и Рионет, глядя на статую Александра, установленную у входа в королевство. Пока Рик восхищался статуей, Брювстон сожалел, что не смог сразиться с великим королем. Рионет рассказывает о процветающем бизнесе по организации боев, который является основным источником дохода в стране. Рик говорит ей, что это самая популярная профессия в стране, а бойцов называют боксерами. Хотя Брювстон был заинтригован страной и ее происхождением, он говорит своим коллегам, что они должны помнить, зачем они приехали в Херактопию. Они останавливают прохожего, чтобы спросить дорогу, но как только прохожий видит возвышающегося над ним орка, он в страхе убегает. Они расстроены, потому что не продвинулись в своих поисках, и Рик предлагает им сходить в ратушу, чтобы получить там какую-нибудь информацию. Брювстон соглашается с ним, но тут они слышат крик из переулка. Они оборачиваются и видят, что какой-то мужчина пристает к женщине, которая пытается от него отделаться. Он настаивает, чтобы они пошли в местную гостиницу и познакомились поближе. Женщина отказывается, и Рик говорит мужчине, чтобы он отстал от нее, но Брювстон подходит к нему и говорит, что хочет задать несколько вопросов. Мужчина боится Брювстона, потому что тот орк, но пытается сохранять спокойствие и говорит, что не боится, потому что он боксер. Брювстон говорит, что его телосложение не соответствует его профессии, потому что он выглядит слабым. Это задевает гордость боксера, и он настаивает на том, чтобы они решили все по-мужски. Брювстон с радостью соглашается, и они уходят в более укромное место, где Брювстон быстро расправляется с боксером. Рик боится, что они уже кого-то убили, прежде чем начали поиски, но боксер каким-то образом выживает. Брювстон решает задать ему вопрос, и боксер соглашается ответить. Боксер представляется как Голд, а женщина как Милиция. Рик показывает им один из шаров, и они удивляются, насколько он красивый и мощный. Брювстон спрашивает, видели ли они где-нибудь в королевстве камень, похожий на этот шар, и они оба отвечают, что видели, но не могут вспомнить, где именно. Они какое-то время думают, пока Рик и Брювстон просят их вспомнить даже самые мелкие детали, потому что шар для них очень важен. Их разговор внезапно прерывает парад в честь турнира по кулачным боям, который проходит в стране. Милиция так ждет начала турнира, что не знает, как пережить двухмесячное ожидание.
Рианнет спрашивает их о турнире, и Голд объясняет, что победитель турнира определяется среди 5 лучших бойцов каждый год. Кервин Арволф идет в центре парада, и Голд показывает на него Ранет, говоря, что он пятикратный чемпион турнира и выигрывал его 3 раза за последние 3 года. Все скандируют имя Кервина, пока он наслаждается своей славой. Голд завидует популярности Кервина и говорит, что тоже хочет стать чемпионом турнира. Бравстон впечатлен Кервином, потому что он выглядит как настоящий чемпион, и тут глаза Рианнет и Голда загораются. Они показывают на пояс чемпиона на талии Кервина, где, как и говорил Рик, был шар, похожий на тот, что они видели. Бравстон подтверждает, что шар – одна из 6 драгоценностей, и Рианнет с облегчением вздыхает, потому что они нашли то, что искали. Кервин заходит в свой спортзал, окруженный толпой. Он садится на скамейку, и его тренер хвалит его за то, что он подогревает интерес к следующему турниру. Он спрашивает Кервина, как у него дела, и Кервин отвечает, что все не так уж плохо. Тренер понимает, что у него тоже не очень хорошо получается, и это снижает его энтузиазм. Но Кервин говорит ему, что он чувствовал бы себя намного лучше, если бы смог сразиться с кем-нибудь сильным на турнире. Рик заходит в зал вместе с Рианнет, извиняется за то, что ворвался без приглашения, и просит аудиенции у Кервина, у которого глаза чуть не вылезают из орбит, когда он видит Рика. Тренер думает, что они фанаты Кервина, и говорит им, что преследовать своего кумира – дурной тон, но Рик объясняет, что искатель приключений ищет спортзал. Бравстон говорит Рику, что пора переходить к делу, и подходит к Кервину, который напуган его аурой. Рик говорит Бравстону, что нужно действовать по правилам, но Бравстон отвечает, что он не из тех, кто действует по правилам, и Кервин тоже. Кервин спрашивает Бравстона, чего он хочет, и Бравстон отвечает, что хочет забрать пояс. Тренер думает, что они воры, и Рик говорит, что он ошибается. Бравстон объясняет, что хочет вернуть драгоценный камень на поясе, потому что раньше он принадлежал им. Он обещает вернуть пояс с другим драгоценным камнем в центре, но тренер не соглашается, поэтому он вызывает охрану, чтобы выгнать их. Кервин останавливает его, говоря тренеру, что он верит им, потому что не почувствовал лжи в словах Бравстона, которую он бы обязательно учуял своим особым носом. Бравстон благодарит его за понимание, но Кервин говорит, что хотя он и верит ему, он не может отдать ему пояс, потому что он дорог всему народу Герактопии. Он объясняет, что не может просто отдать его, даже если его интересует только драгоценный камень, потому что это гордость народа. Он говорит Бравстону, что единственный способ получить пояс – это победить в турнире «Король кулачных боев». Бравстон соглашается с его объяснением, потому что оно разумно, и извиняется за то, что устроил такой переполох. Рик удивляется, как они получат пояс, ведь они уже уходят, а Бравстон спрашивает, не оглох ли он во время разговора с чемпионом. Они уходят из спортзала, но тренер недоволен, что Кервин так легко отпустил этих грубиянов, потому что им нужно преподать урок хороших манер. Кервин говорит ему, что они бы все упали, если бы он выполнил свою угрозу, и тренер удивляется, что они оказались такими сильными. Кервин понял, что у Ранет потрясающие навыки, потому что она так хорошо держалась, а Рик неизвестный вундеркинд, потому что он тренировал свое тело до предела. Тренер спрашивает его мнение о Бравстоне, и Кервин говорит, что он настоящий боец. Бравстон говорит Рику, что единственный способ получить пояс – это зарегистрироваться как боксеры и победить в турнире «Король кулачных боев». Ранет объясняет, что им нужно пройти отборочные соревнования на западе и востоке королевства, а затем победить среди квалифицированных участников, чтобы попасть в финал. Бравстон говорит Рику, что он будет участвовать в западной лиге, а он в восточной. Рик спрашивает, справится ли Бравстон один, и тот уверяет его, что все будет в порядке, потому что он договорился о проводнике. Как по команде, Голд внезапно зовет Бравстона, и его уже ждет карета, чтобы отвезти его на регистрацию в Восточной лиге. Рик приходит в пункт регистрации участников Западной лиги, где Рианнет объясняет, что ему нужно пройти отборочные, чтобы получить звание боксера. Она говорит, что отборочные отсеивают слабых бойцов из 1000 участников, которые регистрируются каждый год. Рик выходит на арену, где судья объясняет, что он будет участвовать в тренировочном бою с другим случайным участником. Рик спрашивает, силен ли его соперник, и судья отвечает, что его соперник – новичок. Судья заверяет его, что он все равно сможет пройти отборочные, даже если проиграет, если будет соответствовать определенным критериям. Его соперник выходит на арену и представляется, называя себя вспышкой, уверенная, что победит. Рик узнает ее голос, оборачивается и видит Анжелику, которая чуть не подпрыгивает от неожиданности. Зрители подбадривают Анжелику, чтобы она победила своего старого соперника, потому что он не стоит ее времени. Пожилой зритель сидит со своим другом и удивляется, что смотрит отборочный бой, а его друг объясняет, что он смотрит только ради Анжелики.
Пожилой зритель говорит ему, что не стоит недооценивать новичка, потому что он может оказаться темной лошадкой. Анжелика спрашивает Рика, зачем он пришел на турнир, и он спрашивает ее в ответ, пришли ли с ней Растер и Фрид. Она говорит, что пришла одна, и Рик успокаивается. Они начинают бой, и Анжелика винит в том, что ей достался соперник, который победил ее брата, свою неудачу. Судья объявляет начало боя, и Анжелика собирается с силами, чтобы победить Рика, потому что не хочет проигрывать так рано. Анжелика пытается атаковать первой. Она учится на своих прошлых ошибках, когда теряла бдительность, но сейчас она лишь задевает свою гордость, когда поскальзывается и падает. Она встает, готовится атаковать, но теряет равновесие и снова падает. Рик говорит ей, что он научился новой технике подсечки, которая является первой в его серии легких приемов. Он объясняет, что эта техника используется, чтобы деморализовать противника, не причиняя ему вреда. И Анжелика понимает, что он так быстро подсекает ей ноги, что она даже не видит его. Анжелика пытается отойти подальше и использовать свои навыки скорости, но снова оказывается на земле. Анжелика пытается встать, но Рик снова сбивает ее с ног. Рик впечатлен ее стойкостью и решает выложиться на полную, но Анжелика сдается, не дав ему шанса. Рик так удивлен этим, что рефери объявляет его победителем. Теперь, когда Рик стал боксером, он с нетерпением ждет отборочных боев и уходит с арены вместе с Рионеттой. Анжелика внезапно останавливает его, спрашивая, зачем он пришел, чтобы опозорить ее. Рик решает угостить ее ужином, чтобы она не расстраивалась, и они идут в трактир, которым владеют родители милиции. Милиция угощает их бесплатно, потому что ее родителей нет дома, и Рик благодарит ее за это. Милиция замечает отсутствие Бруфстона и спрашивает, где он. Рик сообщает ей, что он участвует в турнире Восточной лиги, и милиция уходит, опустив голову, а Рик недоумевает, почему она такая грустная. Анжелика спрашивает его, почему он стал боксером, и он отвечает, что хочет выиграть турнир «Король кулаков». Она говорит ему, что он гонится за детской мечтой, но Рионетта спрашивает, как долго она занимается боксом. Она говорит им, что участвует в турнире уже 4 месяца, и Рик спрашивает, собирается ли она участвовать в турнире. Она отвечает, что собирается участвовать в нем любой ценой, и Рик говорит, что тоже собирается участвовать. Ее надежды рушатся на глазах, но она говорит Рику, что его стремлением не суждено сбыться. Она объясняет, что Рику нужно выиграть 40 боев в отборочных, прежде чем он сможет участвовать в турнире. Рик уверен, что сможет выиграть бои, но Анжелика говорит ему, что бои между боксерами настолько жестокие, что большинство людей могут выдержать только 10 боев в месяц. Она говорит, что за неделю до регистрации невозможно выиграть 10 боев, и Рик говорит ей, что он запросил 10 боев на 4 дня подряд, что ее удивляет. Рик направляется в место проведения предварительных боев, где ему говорят, что его бой будет проходить в этом здании. Он спрашивает у администратора, кто его соперник, и ему говорят, что это Грит, боксер, который, по слухам, нарушает правила, используя оружие. Администратор говорит, что слухи не подтвердились, потому что у Грита никогда не находили никакого оружия, несмотря на обыски, и предупреждает Рика быть осторожным. Рик встречается с Гритом, замечая, что у него нет никакого оружия. Грит молча насмехается над Риком за то, что тот стал авантюристом в таком возрасте, уверенный, что легко его одолеет. Он достает ударный камень, спрятанный в ботинке, который увеличивает силу удара в 30 раз. Судья начинает бой, и Грит начинает снимать куртку, притворяясь, что ему жарко. Рик сочувствует ему, но Грит бросает куртку в Рика, чтобы закрыть ему обзор, и бьет его в незащищенный бок. Грит уверен, что победил Рика в первом же поединке, но, опустив взгляд, видит, что его рука превратилась в пюре. Камень, которым он ударил Рика, падает на землю, и Рик говорит, что нельзя использовать магические инструменты без должной подготовки. Посоветовав ему пойти к чертежной доске, Рик подходит к нему и использует свою вторую технику – удар, который не достигает цели. От удара Грит теряет сознание, но серьезных травм не получает, к удивлению зрителей. Судья объявляет Рика победителем, и зрители с нетерпением ждут начала турнира после того, как увидели такие захватывающие бои на отборочных. Анжелика побеждает в последнем отборочном матче к восторгу своих фанатов на трибунах. Она покидает арену, где Рик и Ронет поздравляют ее с успешным прохождением отборочных после того, как она выиграла 40 матчей подряд. Она говорит Рику, что хочет продолжить свою победную серию, когда начнется Лига Блоков, и Рик вдохновляется ее примером, чтобы показать на отборочных все, на что способен. Анжелика спрашивает Рика, серьезно ли он настроен провести 40 поединков за 4 дня, и он отвечает, что да. Удивленная, она спрашивает, почему он задает такой вопрос, и говорит, что в каждом месте проводится только один поединок в день, и что он не успеет добраться до другого места после окончания поединка.
Она пытается объяснить, как далеко находятся друг от друга места проведения поединков, но Рик прерывает ее, когда Рионет сообщает, что пришло время его поединка. Рик говорит, что поедет на Зеленый холм, но Анжелика говорит, что это так далеко, что он не успеет, даже если возьмет карету. Рик не мог поверить, что она предложила такую странную вещь, как поездка на автобусе, но сказал ей, что просто сбегает на арену. Рик расправил плечи и сказал Анжелике, что скоро вернется, а затем, приняв боевую стойку, помчался как ракета. Анжелике казалось, что она сходит с ума, потому что не могла понять Рика, который бросал вызов здравому смыслу. Ранетта спросила, не хочет ли она посмотреть на бой Рика, и хотя Анжелике было интересно, она отказалась, потому что думала, что они не успеют добраться до арены. Ранетта предложила подвести ее, и Анжелика нерешительно согласилась. Ранетта подхватила ее и побежала по крышам города, ловко перепрыгивая с одной на другую, как кошка. Анжелика испугалась и спросила, почему они не идут по земле, потому что она боится высоты. Ранетта не обратила на нее внимания и продолжила путь по крышам. Рик вернулся в раздевалку после своего неожиданного поединка и увидел, что Анжелика приехала издалека, чтобы поддержать его. Анжелика сказала, что не смогла посмотреть его бой, потому что ей стало плохо. Рик сказал, что его третья техника требует доработки, потому что она была слишком сложной для его последнего соперника. Рик отправился на арену для следующего поединка, а Ранетта подвезла Анжелику. Рик легко победил своего соперника и направился на следующую арену, а Ранетта последовала за ним с Анжеликой на руках. Рик продолжал побеждать своих соперников на разных аренах, пока не завершил свои 40 поединков. На следующий день, когда Анжелика пила чай с Рионет, она выразила удивление, что Рику удалось выиграть 40 матчей за 4 дня и пройти отборочные соревнования, потому что это противоречит здравому смыслу. Она рада, что Рик не участвует в матчах их блока. Рионет спрашивает, собирается ли она выиграть турнир, и Анжелика отвечает, что хотела бы, но понимает, что это невозможно из-за Рика. Рионет говорит, что Бруфстон, авантюрист С-ранга и учитель Рика, тоже зарегистрировался для участия в турнире в Восточной лиге. Анжелика задыхается от возмущения, потому что не может поверить, что кто-то вроде Рика тоже зарегистрировался. Рионет подбадривает ее, обещая, что никогда не позволит победить в турнире незнакомцу, даже если у нее самой нет шансов. Она спрашивает, что задумал Рик, и Рионет отвечает, что он отправился на задание на 500 километров. Анжелика не удивлена, но спрашивает, не мешает ли Рику его плотный график, ведь Рионет всегда приходится его сопровождать. Рионет говорит, что ее это не беспокоит, потому что она очень привязана к Рику. К ним подходит работник арены и просит помочь продать билеты, потому что у них не хватает персонала. Рик возвращается с тренировки, но у входа в гостиницу его останавливает Снейп, который представляется председателем комитета по управлению Западной лигой. Они обмениваются рукопожатиями, и Рик спрашивает, откуда Снейп его знает. Снейп говорит, что он не мог не заметить самого быстрого отборочного турнира в истории Западной лиги. Советник Снейпа выходит из гостиницы и сообщает, что Анжелики нет в ее номере. Рик спрашивает, откуда Снейп знает Анжелику, и тот отвечает, что ее семья хорошо к нему относится, несмотря на то, что он обычный торговец. Рик спрашивает, почему Снейп ушел из спорта, узнав, что он был боксером, потому что руки у него были натренированы для боя. Снейп удивлен, что Рик догадался об этом по рукопожатию. Он говорит, что ушел из спорта 20 лет назад, в 23 года, несмотря на то, что выиграл соревнования. Рик спрашивает, почему он ушел в таком молодом возрасте, несмотря на то, что ему нравилось, как публика реагировала на его победы, но Снейп извиняется, потому что они отвлеклись от темы. Он не смог сдержаться, когда говорил о боксе, но он пишет, что его компания отправила участника на соревнования. Он просит Рика передать Анжелике привет и сказать, чтобы она не волновалась, но Рика удивляет его зловещий тон. Снейп садится в свою карету, а Рик остается стоять у гостиницы. Рик заходит в гостиницу, и Голд приветствует его, интересуясь, все ли с ним в порядке после разговора со Снейпом. Голд рада, что Рик цел и невредим, но просит его быть осторожнее со Снейпом, потому что, хотя он и выглядит как джентльмен, ходят слухи, что он связан с преступным миром. Рик вспоминает, что Снейп сказал, что он связан с семьей Анжелики, но ему интересно, какие у них отношения. Она говорит, что все удивились, когда он спонсировал турнир в этом году, и Рик вспоминает, что компания Снейпа зарегистрировала боксера. Голд говорит, что спонсорам турнира всегда дают возможность зарегистрировать боксера. Рик слышит, как двое парней говорят о девушке-эльфийке, которая играет за зайчика, чтобы привлечь зрителей на турнир. Анжелика и Рианна одеты в костюмы зайчиков и пытаются убедить людей купить билеты на турнир.
Их коллега хвалит Анжелику за то, что она так увлечена работой, но Анжелика говорит, что у нее не было выбора, потому что она не могла отказать в помощи пострадавшему. Ранетта говорит, что она бы не согласилась на эту работу, если бы Анжелика отказалась. Какой-то пьяный мужчина пытается увезти зайчиков домой, но Ранетта и Анжелика ставят его на место. Рик приходит на место событий и удивляется, что Анжелика одета как зайчик, и она пытается убедить его, что у нее не было выбора, потому что она просто помогала. Райан выходит из толпы и спрашивает Рика, что не так с ее нарядом. Рик так поражен внешностью Ранетты, что не может связать и двух слов. Они обмениваются взглядами, и Анжелика начинает ревновать, не понимая, почему Рик так реагирует на Ранетту. Тренеры Кервина читают в газетах новости о Равстоне, который за 2 дня прошел отборочные и нокаутировал своих соперников одним ударом. Кервин читает новости о Рике и говорит тренеру, что Рик прошел отборочные за 4 дня. Он в предвкушении начала турнира. Кервин вспоминает, как впервые встретил своего тренера, который был удивлен, увидев его в окружении толпы людей, которых он победил. Кервин подумал, что это был человек из конкурирующей банды, посланные, чтобы его убить, но тренер сказал, что это не так. Кервин попросил его убрать беспорядок, но тренер отказался, сказав, что он не виноват, что Кервин не был там, чтобы его защитить. Кервин решил сделать все, что скажет ему тренер, ведь тот приехал, чтобы его оценить. Тренер пригласил его в хирургию, где он сможет зарабатывать на жизнь, избивая других людей, и ему не придется оглядываться. Кервину не очень хотелось уезжать с тренером, пока тот не сказал, что он встретит много сильных бойцов. Это убедило Кервина, и он без колебаний последовал за тренером. Тренер смотрит на Кервина и удивляется, увидев то же выражение лица, что и в день их первой встречи. Кервин говорит, что уже давно не был так заинтересован в турнире. На следующий день они завтракают в гостинице, но Рик замечает, что Анжелика холодна, и спрашивает, почему. Он понимает, что она злится из-за вчерашнего и пытается убедить ее, что вчерашний наряд ей очень шел. Он вспоминает свою встречу со Снейпом и сообщает Анжелике, что Снейп искал ее. Выражение лица Анжелики внезапно меняется, но она отрицает, что знает кого-то по имени Снейп. Соревнования начинаются с поединка Анжелики с другой женщиной. Комментатор объявляет начало матча, и Анжелика использует свою способность мерцания, чтобы сократить дистанцию и нанести удар, но ее соперница уклоняется и контратакует. Анжелике удается блокировать атаку, но Рик и Рихант замечают, что она напряжена, потому что ведет себя не так, как обычно. Анжелика побеждает соперницу и объявляется победительницей. Затем начинается поединок Рика, и он использует свою технику 8 ударов, чтобы нокаутировать соперника, и Рионет впечатлена тем, что Рик стал лучше справляться с противниками. Они выигрывают свой турнир в этот день, а на следующий день настраиваются на победу в последних 4 матчах, чтобы пройти в финал. Рик пытается отговорить Анжелику, но она уходит, говоря, что ее матч будет легким. Она использует свои способности мерцания ног и магию высокого уровня, но не оставляет на противнике ни царапины. Она снова пытается использовать свою скорость, но на этот раз она медленнее, и противник наносит ей сильный удар, от которого она отлетает. Ее противник объявляется победителем, потому что Анжелика падает в нокаут. Раны Анжелики заживают в лазарете, но медсестра советует ей отдохнуть, когда она вернется домой. Анжелика выходит из лазарета и видит, что Рик ждет ее у двери. Он спрашивает о ее самочувствии, и она говорит, что раны уже зажили. Он говорит, что она была слишком нетерпелива в матче, потому что использовала свою обычную тактику, хотя знала, что противник слишком силен для нее. Анжелика злится, потому что Рик все знает, и уходит, говоря, что не хочет его слушать. Рик бежит за ней и говорит, что она может довериться ему, если ей нужно выговориться, потому что в последнее время она была не в себе. Анжелика наконец сдается, и они садятся на скамейку, где Анжелика сообщает Рику, что Снейп ее жених. Она говорит, что Снейп бесчисленное количество раз помогал ее семье, и рассказывает, как все началось, когда год назад она потеряла родителей в аварии. Анжелика и ее братья и сестры взяли на себя управление семейными землями, но столкнулись с финансовыми проблемами, потому что были неопытны. Их дед заключил сделку со Снейпом, чтобы помочь им, и заплатил за это рукой Анжелики. После того, как они приняли предложение Снейпа, они заработали денег, но не смогли отменить помолвку. Рик был в шоке, пытаясь осознать, что говорит Анжелика. Он взял себя в руки, и Анжелика сказала ему, что узнала, что Снейп был спонсором турнира, когда расследовала это, чтобы разорвать помолвку. Она собиралась рассказать Рику, почему Снейп спонсировал турнир, но шум в гостинице привлек их внимание. Они подошли к Тейлору, бывшему сопернику Анжелики, и Джеффу, которые о чем-то спорили.
Тейлор пытался поставить Джеффа на место, потому что тот напал на девушку, но Тейлор одолел его и повалил на землю. Анжелика подошла к ним, и Джефф спросил, не хочет ли она проучить Тейлора. Анжелика сказала ему отпустить девушку, и он отпустил ее. Он подошел к Анжелике, удивляясь, почему она так смело ему приказывает. Он попытался научить ее манерам кулаками, но вмешался Рик и уладил ситуацию. Он попытался успокоить Джеффа, но тот разозлился еще больше. Внезапно в бордель вошел Снейп и сказал Джеффу, что ему лучше поберечь силы для турнира, а не тратить их на пустяки. Джефф вышел из гостиницы, а Снейп извинился перед хозяином, пообещав возместить ущерб. Рик подошел к Снейпу, чтобы спросить о Джеффе, и тот сказал, что Джефф его младший брат. Он сказал, что у Джеффа бывают приступы гнева, и с ним нелегко справиться. Он был рад, что Анжелика не пострадала, потому что ее благополучие было для него важно. Он выходит из гостиницы на своей карете, а Рик и Наджела смотрят ему вслед. Рик спрашивает Анжелику, как связано ее предложение выйти замуж и спонсорство Снейпа в турнире. Она говорит, что Снейп предложил ей крупную сумму за ее руку, но когда она проверила активы его компании, оказалось, что у него нет таких денег. Она поняла, что Снейп хочет заработать на турнире, чтобы получить ее согласие на брак. Рик считает, что Снейп может заработать такую сумму только если будет подтасовывать результаты игр после того, как узнает, что на кону большие деньги. Анжелика подтверждает его догадку и рассказывает, что хочет победить участника Снейпа и разорвать помолвку. Теперь Рик понимает, почему Анжелика стала боксером. Анжелике стыдно, потому что она не может победить участника Снейпа Джеффа, потому что она недостаточно сильна. Рик предлагает ей тренироваться перед боем, и Анжелика спрашивает, не предлагает ли он ей билет в один конец. Перед началом тренировки Рик предупреждает Анжелику, что это будет самая тяжелая тренировка в ее жизни. Она говорит, что готова, и впечатляет его своей решимостью. Рик привязывает к ее ногам и рукам утяжелители и просит пробежать 30 километров. Она спрашивает, что это за тренировка, но Рик предупреждает, что если она забудет заклинание, усиливающее физические возможности, то не справится. Он привязывает себя к ней веревкой и начинает бежать, а Анжелика тащится за ним, как тряпичная кукла. Рик продолжает тащить Анжелику, а она думает, какое наказание он ей придумал. Рик объясняет, что ее тело приспособится к быстрым движениям, если ее будет тянуть вперед кто-то более быстрый, чем она. Он говорит, что ей нужно больше баланса, чтобы улучшить свои навыки мерцания. Анжелика умоляет Рика остановиться, чтобы она могла передохнуть, но он воспринимает это как сигнал к тому, что нужно увеличить нагрузку. Он уверяет ее, что их тренировка скоро закончится, потому что ей нужно продержаться всего 6 часов. В конце концов, тренировка заканчивается тем, что Анжелика беспомощно лежит на земле, и ей мерещатся родители, зовущие ее из другого мира. Рик впечатлен тем, что она пережила тренировку, но Анжелика больше беспокоится о своих ногах, гадая, не оторвались ли они по дороге. Рик рассказывает о своей тренировке с Рианнет, говорит, что он был без сознания, когда она впервые тренировала его таким образом. Анжелика рада, что пережила свой первый день тренировок, в отличие от Рика, которого приходилось оживлять 3 раза, но Рик говорит, что они продолжат после ее обеденного перерыва, потому что сейчас только полдень. Анжелика расстроена этой новостью и умоляет Рика прекратить пытку, но Рик просто уходит, говоря, что вернется через час. Анжелика удивляется, почему Рик иногда становится глухим, когда ему это удобно. Анжелика идет в кафе, чтобы пообедать. Она не собирается продолжать тренировку, потому что Рик не тренировал ее, а мучил, и это не то, на что она подписывалась. Она сомневается в своем решении, но убеждает себя, что тактично отступает, чтобы защитить себя, а не струсить и убежать. Она уверена, что Рик не найдет ее в ее убежище, но вдруг Рик появляется в поле зрения, удивляясь, что в такой глуши есть кафе. Он удивлен, что Анжелика в кафе, потому что он искал ее повсюду. Анжелика разочарована своими навыками прятаться, потому что Рик нашел ее через 15 минут после того, как она убежала. Рик заказывает чашку чая, но Анжелика уже устала от его поведения хорошего парня. Она думает, что он пришел в кафе, чтобы отругать ее, и говорит ему, чтобы он поскорее с этим покончил, но он говорит, что она ошибается, потому что он понимает ее ситуацию. Он рассказывает ей, как он десятки раз сбегал во время тренировок, вспоминая, как он даже не мог сбежать в загробный мир, потому что Бруфстон всегда его наказывал, лишая его статуса ледяного парня. Рик говорит Анжелике, что он привык к тому, что его жизнь обрывается множество раз, и Анжелика впечатлена тем, что он смог выдержать такие странные тренировки в течение 2 лет. Рик говорит ей, что Бруфстон убедил его продолжать, потому что он сказал, что его сожаление будет сильнее, чем нынешнее страдание, если он бросит тренировки. После долгих раздумий Рик решил пройти через это.
Анжелика воодушевилась, потому что Рик – живое доказательство жестоких тренировок. Рик говорит ей, что Бруфстон всегда давал ему выбор уйти, и это помогало ему справляться с тренировками. Анжелика говорит Рику, что всегда ненавидела благородные традиции, рассказывая, как ее с рождения воспитывали как благородную. Хотя ее многому научили, она поняла, что не подходит для этого. Она говорит Рику, что хочет стать бойцом, а не благородной дамой, потому что мечтает стать первой женщиной-рыцарем первого класса. Теперь Анжелика еще больше мотивирована, потому что уверена, что чаша весов склоняется в ее пользу, как это было с Риком после его тренировок. Она идет за Риком на тренировку, где Рик спрашивает ее о ее боевом стиле, подтверждая, что это сочетание фехтования рыцарей. Рик уверен, что она станет сильнее, если будет сражаться на мечах, но она напоминает ему, что по правилам турнира оружие на дуэли запрещено. Рик предлагает превратить ее в оружие, модифицировав ее руку, чтобы она стала мечом. Рик представляет Рианетту как ее личного инструктора, который поможет ей с тренировками, и Риан подходит, чтобы начать занятия. На следующий день на арене Анжелика сражается с новым противником по имени Сильва. Комментатор объявляет о поединке, сообщая зрителям, что победитель пройдет в следующий раунд. Анжелика выглядит свирепой, удивляя своего фаната, друга старого зрителя, который хочет увидеть ее в ее благородном образе. Старый зритель говорит своему другу, что изменение ее стиля боя было оправданным, потому что против Сильвы это бы не сработало. Комментатор дает сигнал к началу поединка, и Анжелика одним ударом сбивает соперницу с ног. Комментатор объявляет ее победительницей, и Ранетта довольна результатом их тренировки. Анжелика продолжает спорить с судьями, потому что еще не оправилась от травмы, полученной во время тренировки. После матча Анжелика возвращается в гостиницу, переживая кризис. Ее беспокоят косые взгляды горожан Хотпии. Она не понимает, что такого сделала на своем матче, что они так настороженно на нее смотрят, но Рик уверяет ее, что это того стоило, потому что она выиграла свой матч и прошла в следующий этап турнира. Рианнет говорит, что теперь все знают, какая она опасная, и Анжелика удивлена, потому что она не хотела, чтобы у нее сложилось такое впечатление. Элиса заходит в гостиницу вместе с Мазет, и Ранет спрашивает, нашли ли они хоть один из 6 шаров в Империи. Мазет говорит, что их миссия провалилась, и Рик разочарован, что они потратили столько сил впустую. Мазет пытается флиртовать с милицией, но та не обращает на него внимания. Голд заходит в гостиницу вместе с Бруфстоном, и милиция, к удивлению Мазет, принимает его заигрывание. Они вместе ужинают, и Мазет спрашивает Бруфстона о его участии в турнире. Бруфстон уверен, что они получат шар, потому что выиграют турнир. Элиса интересуется турниром, но Рик говорит, что это будет катастрофа, потому что она с легкостью разгромит арену. Бруфстон спрашивает Анжелику, будет ли она участвовать в турнире, и она отвечает, что будет, добавив, что Рик ее тренирует, и это его удивляет. Рик хвалит ее за то, что она быстро учится, но она не уверена в своих шансах на турнире, потому что у нее недостаточно времени на тренировки. Бруфстон уверяет ее, что все будет хорошо, потому что ее усилия окупятся. Все остальные присоединяются к Бруфстону, чтобы подбодрить Анжелику, и ее настроение сразу же улучшается, когда Рик говорит, что завтра она покажет всем, чему научилась. Турнир начинается, и арена заполняется зрителями, которые кричат во все горла. Ведущий представляет бойцов, прошедших отборочные соревнования, и объявляет первый бой между Гусем и Германом. Он представляет Гуся как бойца, спонсируемого компанией Драгонот, принадлежащей Снейпу. Затем объявляет второй бой между Анжеликой и Дугом и третий между Риком и Сиреной. Рик благодарит свою счастливую звезду за то, что ему не достался Брюстон, иначе он бы проиграл этот бой. Ведущий объявляет пятый бой между Донни и Брюстоном и восьмой между Эдди и Келвином. Тренер Келвина уверен в его победе, несмотря на его состояние. Ведущий объявляет другие бои первого раунда, предлагая зрителям сделать ставки. Анжелика говорит Рику, что Джесси попала в легкую группу, поэтому она не встретится ни с Брюстоном, ни с Келвином. Она объясняет, что Снейп специально подстроил так, чтобы Гусь выглядел непобедимым, чтобы Снейп мог делать ставки на своего противника, когда шансы против него астрономические. Теперь Рик понимает, почему они не хотят, чтобы Гусь встретился с сильным соперником, но Анжелика обещает помешать их планам, потому что она встретится с Гусем во втором раунде. Рик спрашивает, что бы она сделала, если бы встретилась с ним в финале, но Анжелика уверяет его, что она встретится с Гусем раньше. Брюстон и Рик выходят с арены, но их останавливает Келвин, который удивлен, увидев их на турнире. Брюстон напоминает ему, что они обещали отобрать у него пояс, и Келвин с нетерпением ждет их попытки свергнуть его с поста чемпиона. Брюстон уходит, обещая Келвину, что они обязательно встретятся в полуфинале. Тренер Келвина замечает, что Келвин воодушевлен предстоящим боем,
потому что это напоминает ему о том, как он впервые пришел в спортзал. Тогда тренер рассказал ему об одном из членов клуба, который вошел в четверку лучших на турнире, и Келвину захотелось сразиться с ним. Тренер устроил спарринг между Келвином и Гареном, одним из 4 лучших бойцов, но Келвин хотел победить самого сильного из них. Тренер предупредил его, что нельзя добивать соперника. Он также сказал Келвину, что на турнире запрещено использовать оружие и доспехи. Келвин был доволен правилами и хотел победить Гарина, но Гарин выиграл бой. Хотя он проиграл, его тренер был впечатлен его выступлением, несмотря на то, что он не был подготовлен. Он был уверен, что Келвин станет величайшим бойцом, если немного потренируется. После поражения в первом бою Келвин изменил свое отношение. Он стал тренироваться усерднее, стремясь победить Гарина, чтобы проиграть более сильному сопернику и тренироваться еще усерднее. Именно таких боев и ждал Келвин. В конце концов он выиграл свой первый турнир, легко победив своего соперника в финале и став чемпионом турнира «Король кулаков». Прошло 6 лет с тех пор, как он впервые выиграл турнир, но его тренер заметил блеск в его глазах, похожий на тот, что был, когда он выиграл его. Начинается бой между Гусом и Германом, но Гусу становится скучно, когда Герман наносит ему легкие удары. Герман просит его отнестись к бою серьезно, продолжая наносить легкие удары, но Гуса это не волнует. Гус отмахивается от него одним взмахом, но Герман встает на ноги и продолжает наносить легкие удары. Гуся раздражает его настойчивость, и он бросается в атаку. Герман пытается увернуться, но гусь случайно задевает его и сбивает с ног. Гусь объявляется победителем, но уходит, потому что его раздражает шум толпы. Анжелика признает его силу, но Рик говорит, что с гусем что-то не так, потому что он двигается как новичок, несмотря на свою силу. Анжелика говорит, что это не важно, потому что гусь уже показал толпе, что он силен. Анжелика, Рик и Брюстон побеждают в своих поединках и проходят в следующий раунд. Начинается последний поединок первого раунда между Эдди и Кельвином, и зрители с нетерпением ждут зрелища. Брюстон и Рик тоже хотят посмотреть, на что способен Кельвин. Эдди делает обманный выпад, но Кельвин предугадывает его движение и сбивает его с ног. Рик понял, что Кельвин уже знал, как Эдди будет атаковать, а Брюстон объяснил, что он может чувствовать движение противника по запаху. Брюстон впечатлен его способностью, заключая, что Кельвин силен. Крики зрителей отвлекают их внимание от поединка, потому что Эдди сбил Кельвина с ног. Брюстон удивлен, что Кельвин позволил себя ударить, но Рионетта объясняет, что он сделал это специально. Кельвин поднимается на ноги, и Эдди бросается на него, пытаясь не дать ему опомниться, но Кельвин мощным ударом сбивает его с ног. Кельвин объявляется победителем, и ведущий объявляет, что завтра турнир продолжится. На следующий день Рик и Рионетта ждут поединка Анжелики с гусем, чтобы увидеть результат ее тренировок. Снейп подходит к Рику и просит разрешения сесть рядом с ним, чтобы посмотреть поединок. Снейп пытается вести себя дружелюбно с Элиссой, но она видит его насквозь и просит не притворяться. Рик удивляется, почему Снейп не сидит с другими важными гостями, и тот отвечает, что хочет посмотреть на поединок между его невестой и братом. У гуся с прошлого вечера похмелье, потому что он слишком много выпил. Анжелика останавливает его по пути на арену, но он не узнает ее. Она представляется его соперницей, и это заставляет его вспомнить предупреждение Снейпа, чтобы он не повредил ей лицо, чтобы она хорошо выглядела на свадьбе. Анжелика обещает показать гусю результат своих тренировок, но он смеется над ее угрозой, потому что уверен, что ее тренировки ни к чему не приведут. Он уверен, что хоть он и не тренировался, он все равно сильнее Анжелики. Анжелика не верит, что он не тренировался, но он говорит ей, что у него такое телосложение от природы, и он не врет. Гусь обещает победить Анжелику, но его высокомерие раздражает ее настолько, что она обещает поставить его на место. Начинается поединок, и Анжелика использует свои быстрые атаки, но они неэффективны против гуся. Она снимает свою усиливающую магию, к удивлению Снейпа и гуся, и говорит, что отказывается от поединка, потому что шансы не в ее пользу. Она использует свой новый навык шаг-прокол, сочетая его с навыком режущая нить, чтобы пробить толстую кожу гуся, оставив его в шоке.